Всем доброго времени суток! Вы на канале Дача Лайф, и тема сегодняшнего нашего ролика это, в общем-то, болгарочка, и точнее даже не болгарочка, а для чего нужна вот эта шайбочка, вот это вот на отрезном диске, и какой стороной все-таки мы правильно устанавливаем диск. На самом деле вопрос очень-очень спорный. В интернете масса роликов, масса уважаемых блогеров, реально уважаемых, которые делают свою работу очень профессионально и хорошо. Да. Диск устанавливают вот так на болгарку. Да. Кто-то кричит, что надо ставить так. Да. Почему же начинается вот такая вот билиберда, и в общем-то народ не может как-то однозначно решить, как ставить диск? Я произвел свое небольшое исследование и как бы немножечко расскажу предыстории. Возьмем, допустим, диск не отрезной, а возьмем вот лепестковый. Да? Видите, здесь нет шайбы. Она есть вот здесь. Да? Почему она есть здесь? Почему ее ставят с той стороны? Конструкторы у нас вообще умалчивают. Ну, как бы я сторонник того, что здесь просто по своей конструкции, поскольку это эпоксидная смола с стеклотканью, нельзя сделать абсолютно ровную поверхность. Поэтому они шайбой выравнивают сам диск, чтобы хоть какая-то изначально плоскость давала ему ровное вращение. Да? Но этот диск вращается с очень маленькой частотой, как правило, даже металл не обрабатывает на максимальных оборотах, там все это на регулируемых болгарках, либо шлифовальных машинках делается, и обороты другие, поэтому вариант откидываем в сторону, даже не обсуждаем. Да? Возьмем диски шлифовальные. Да? Вот, возьмем фирма Makita, очень хорошенькая, но я думаю, Makita каждый уважает. Да? И смотрим. На внутренней поверхности установочной шайбы нет. Она есть снаружи, абсолютно ровненькая. Все прекрасно. Да? Откладываем в сторону, запоминаем. Берем диск такой же фирмы Bosch, профессиональный. Bosch Professional, да, видите, там, не знаю, как правильно читается. Смотрите, какая огромная шайба с этой стороны, с внутренней. И есть шайба с наружной стороны. У нее две. То есть они разоряются на металл, чтобы сделать две шайбы. Какой его стороны ставить? Он-то ставит с этой стороной. Для чего? Он вообще идеально ровно ставится, потому что это профессиональный, дорогой диск. Но, как правило, пилим мы сейчас речь ведем о вот отрезных дисках, и пилим мы какими-то вот, целая куча, видите, вот дисков есть. Какое в магазине было, работу делать надо, такой купил. Естественно, есть у каждого своих предпочтения, но не у каждого есть возможность это все постоянно покупать и где-то заказывать. То есть пачку возьмешь, расходуешь 30 штук, там, упаковочку, да, потом надо делать работу, побежал, купил другую. И на них установлены шайбы. Они разного размера. Допустим, вот это вот себовские диски мне нравятся очень, да. Большая шайбочка стоит. Вот лужские, шайбочка маленькая. Да. Сэкономили фольги немножечко, да. И опять-таки теперь придем к основному вопросу. Как видите, у меня на болгарке диск стоит этой стороной. Почему? Теперь объясняю. Откручиваем. У меня поставлена шайба Milwaukee ручная, да? То есть я люблю руками все крутить, без всяких ключей. Чем народ обосновывает установку диска вот таким образом? Что мы ставим этот диск, закручиваем шайбочку, держим кнопочку, да? Оба чуть-чуть закрутили, да? И дальше зажимают, не видите, шайба продолжает вращаться. Да? Оба, вращается, все. Она прекратилась, но даже если мы дальше будем, смотрите, крутить, у нас диск фактически не зажат. Я этого не люблю. Я его еще, видите, сколько он градусов дожался. Сейчас диск стоит плотно, все. Я его не могу сорвать, да. Что я теперь сделал? Вот я поставил диск, откручиваю. Что происходит при таком? Вот здесь вот, если вы уже видите, видно, да? Видите, блестит, образовалось колечко. А почему оно образовалось? Потому что у прижимной шайбы вот здесь есть место, да, которое мы
просто-напросто, как по наждачке провели по арбазибу, и мы портим эту шайбу. Именно поэтому многим выгодно пролонгированная эта вещь, да, чтобы эти шайбы покупали в магазине новые. Потому что если вы ее все время будете крутить по наждачке, дожимать, в конце концов эта плоскость неровная у вас будет, а будет обработана наждачкой с концентрическими кругами. Да? Что происходит в случае, если мы нормально ставим диск? Да? У нас эта шайбочка закручивается, да? Диск стоит на месте, и это место крутится и дожимает прижимную шайбу, которая находится в неподвижном состоянии. При этом она зажата, диск зажат, не крутится, все прекрасно. Когда мы отжимаем, мы опять получаем уменьшение трения по этой шайбе. Даже если мы диск уперли, зажали где-то там, отбило где-то его и так далее. То есть не на всех болгарках есть от отбоя от этого защиты, как на Фиоленте. Вот есть люди, которые рекламируют, что в Фиоленте есть шайба, которые там есть проскок. Да? Он немножко не дает эти. Некоторые идут, ставят проставочные шайбы, бумагу даже обычную просто под диск зажимают, чтобы потом его не закусывало. Но вопрос, диск закусывается, да? Что при этом происходит? Диск частично проворачивается. Если у вас зажат шайба сюда, и шайба, допустим, как вот в таких дисках мне нравится, широкая, да, этот диск вообще никогда невозможно закусить. Если мы его перевернули, смотрим, что происходит. Да? Мы взяли, поставили вот этой стороной, да? Смотрите, диск бам, мало того, что, смотрите, вы думаете, что вы зажали, а вы не зажали, вы просто уперлись в наждачку, и наждачка не дает вам эту гайку дальше провернуть, и трет ее, портит ее, это раз. Потом, в момент остановки там диска уперлись, бах, удар произошел, что происходит? Диск еще проворачивается, гайка поджимается, и он вгрызается в наружную шайбу. Именно в ту шайбу, которую вам надо открутить по закусанной наждачке. И вы ее не можете открутить. В результате идет вот туда вон ключ вставляется. Да? Вы со всей силы дерете. И мало того, да, вы, конечно, открутите, но когда вы еще и будете откручивать, смотрите, диск же стоит на месте, да, а мы откручиваем шайбу, диск на месте, да, а мы какое-то время эту шайбу крутим по наждачке, а не по шайбе. Если бы мы крутили по шайбе, гайка это у нас бы не пострадала. Если вы хотите ходить в магазин и, в общем-то, приносить доход предпринимателям, которые продают шайбы, которые изготавливают шайбы, потому что вот у меня вот эта шайба Милуоки, да, она, а есть шайба с ручной зажимом, которая идет прижимная шайба, а верхняя вторая, вот вторая крутится, а та становится неподвижной. Тогда вообще пофиг, какой стороной ставить диск. Но если вы используете обычную нормальную шайбу, а не зажимаете там круг, дожимаете руками там как-то, кстати, руками вы его не дожмете полностью, ну, то диск, в общем-то, положено ставить именно вот этой вот прижимной шайбочкой наружу, потому что это средство просто скольжения и прижима. Кто-то говорит, что на внутренней поверхности шайб, допустим, у Фиолента, у Боша есть такие пупырышки, да, и один блогер сказал там в интернете, что эти пупырышки вот сюда вот они типа вгрызаются, и они убирают неровности, да? Ну, вгрызаются они не сюда, а вгрызаются у него в шайбу, понимаете? В шайбу они вгрызаются. Вот возьму старый диск, да, просто не буду делать, но если я возьму гвозди сюда вот вгрызу и вобью пару дырок, да, то при каждом вгрызании идет сюда удар, рядом металл поднимается обратно, да. Вы поставили диск, допустим, вот так вот, так как он рекламирует этим вниз, да, тут вгрызлись эти, ну, как говорится, такие эти самые иголочки, да, все, он не проворачивается отлично, все, закрутили вы, да, не закусило его, все, оба, я отрезал, мне сейчас надо шлифануть, поставить вот такой шлифовальный диск там или наждачку или что, я его откручиваю, диск кинул в сторону, оба, мне опять отрезать надо, я беру этот же диск, он же недопиленный, да, я начинаю его ставить обратно, вопрос, еще, на эту болгарку я его хочу поставить, или на другую, вот у меня, например, 3, да. И вот эти вот дырочки, которые мне здесь попробивало, ну, и мне что, их взять сейчас надо, другую болгарку, счесать вот так эти дырочки, выровнять, потом поставить и, господи, давайте мне новые дырочки здесь сделает эта шайбочка. Ну, и все. Если я его ставлю так,
Вот здесь плевать, как он зажмет, так и зажмет. Эта плоскость всегда идеальна, и она для вращения, для дожима внешней крепежной гайки. Поэтому, ну вот мое мнение, я с болгаркой работаю уже порядка 30-35 лет, наверное. Да? У меня никаких дисков никогда не кусало. Иногда, конечно, бывают какие-то вот моменты, что диск может немножечко, даже не найду. Вот у меня вот куча недопиленных дисков. Сейчас что-то это самое. Да нет, даже не найду. Но бывают вот диски, где вот край немножко там неровненький может какой-то стать. Да? Но ничего другого, я диски допиливаю до самой шайбы. То есть сначала работаем с кожухом, а маленький диск, вот без кожуха нельзя, но иногда вот надо пошлифовать что-то там аккуратненько, да, тогда снимается кожух, и он допиливает. Но я стараюсь все, вот это вот хлам у нас, это все хлам лежит. Поэтому мое мнение, что шайба это шайба скольжения прижима. Именно для того, чтобы последний момент вот этого зажима, он скользил по гайке. И в случае каких-то там непонятных ситуаций, зажатия диска, диск мог цепляться только за неподвижную шайбу. А подвижная шайба все-таки могла способствовать тому, чтобы мы ее спокойно открутили, без последствий для инструмента и без последствий, как говорится, для нашего там, говорится, здоровья, для всего. Поэтому ваше мнение, как говорится, как ставить диск, но я ставлю только так. Надеюсь, что почему я это делаю, я вам очень так доходчиво объяснил. Пишем комментарии, ставим лайки, ставим дизлайки, кому как нравится. То есть подписываемся на канал, отписываемся, кому что надо. Но, говорится, только в ровном, в хорошем диалоге мы когда-нибудь найдем истину. Я высказал лишь свое мнение. До новых встреч!